Всем привет, с вами Андрей. Я хотел бы сегодня поговорить о желаниях. Собственно, что это такое, с чем это едят, как говорится, и насколько оно вам может быть полезно. Если вкратце, желание крайне полезная вещь. Они очень сильно вам могут облегчить игру, причем очень сильно. Получить их можно какими разными способами. Собственно, об этом мы поговорим в этом видео, по крайней мере, я вам попытаюсь рассказать. Собственно, желание, первая очередь, собственно, о чем я. Как можно получить вообще желание? Это гравировка, получается, жезлом желания. Но опять же, его надо найти. Но говорят, что он гарантированно будет в замке, то бишь в Кастле, где там очень много солдат. Но опять же, либо вы просто рандомно его найдете в подземелье. Палочка единственный гарантированный момент, когда ваша удача равна, больше нуля. При отрицательной удаче шанс выполнения желания уменьшается. Соответственно, проклятые вообще они могут взорваться, и вам хрен там, что вы получите. Что касаемо зарядов на палочке, это 1-3. Если вы перезарядите, то до 3 опять же будет. Тем самым у вас получится 5-7 зарядов на палочке желаний. Растирание волшебной лампы, именно освещенной, волшебной, благословленной. До появления джинна, и у вас есть шанс того, что джин будет, во-первых, вам даст одно желание, но не факт, что он вам это сделает, потому что я вот сколько раз пробовал, но он, говорится, в самом начале он в большинстве случаев вам дает желание. Но потом, когда у вас уже не первый джин, как говорится, то они, конечно, не хотят взаимодействовать. Собственно, не уходим от текста. Для благословленной волшебной лампы у вас есть 80% шанс получения желания, 20% для непроклятой и 5% проклятой лампы. Поэтому именно благословленную лампу стоит использовать. Худший исход, когда джин на вас нападет вместо исполнения желаний. Это 5% благословенной лампы волшебной. После появления джина волшебная лампа станет масляной. Тем самым благословенная лампа содержит в целом 0,8 желания. Теоретически из лампы можно получить более 120 джинов, но не из дымных зелий. Попить дымное зелье, желательно благословленное. Во-первых, дымные зелья могут быть разные. Как объяснить? То есть, например, в одной прохождении дымное зелье у вас, например, зелье паралича, в другом, например, зелье лечения, грубо говоря. Они всегда во всех подземельях рандомные бывают, поэтому тут надо еще знать, во-первых, что они из себя представляют, эти зелья, поэтому не всегда их надо пить. Поэтому я бы рекомендовал их именно через команду RUP взаимодействовать и натирать эти дымные зелья, а именно не пить. Есть шанс 1 деленное на 13 плюс 2D, что появится джин, где D количество джинов, создавших в этой игре. Для благословленного дымное зелья шансы 4/5 на то, что он исполнит ваше желание. Худший исход, когда джин нападет на вас. Когда из дымного зелья появляется джин, вы не получаете эффекта самого зелья. Но ежу понятно, то есть вы либо получаете, как говорится, джина, этого с дымного зелья, как по эффекту, как волшебная лампа, либо вы, собственно, не получаете, либо сам эффект самого зелья вы получаете, если вы его выпиваете. Потому что джин не появился, вы там очень много промотали, а он все равно не появился. После появления джинов 120 они вымирают и больше никогда не появляются. Собственно, 120 джинов максимум в игре. Поэтому стоит быть внимательным в этом вопросе. Также можно выпить из фонтана, либо окунуться выше 20 уровня, если у вас нет амулета Эндора. И есть шанс того, что 1.30 появляется водяной демон и исполнит ваше желание. В противном случае он на вас нападет. У меня было такое, что появился водяной демон, у меня было то, что он напал на меня, и было то, что он и предложил мне желание. Собственно, обе ситуации работают, поэтому
сказать, что тут написано, что действительно так оно и есть. Фонтан имеет шанс высохнуть. Но это и ежу понятно, что он после желания, скорее всего, высохнет с высоким процентом вероятности. Таким образом, каждый фонтан имеет около 20 минус dl, деленное на 1000 желаний. Возможно, побочные эффекты опасны. Вокруг могут мокасины быть. Мокасины — это такие змейки, которые в большом количестве респаунятся вокруг вас, и они ядовитые. То есть, если у вас нет сопротивления к яду, они вас просто могут забить. Водяная нимфа, но она не самая опасная, но факт в том, что она забыть что-то.
Ну, собственно, по-русски говоря, это FireProf и RustProf. Это два основных, переводя на английский язык, два слова, которые вам нужно прописывать, если вы загадываете какое-то снаряжение, будь то ботинки, либо какое-то оружие. Ну, либо какой-то армор, либо какое-то оружие, так называемое. Вот. Вы также можете явно запросить удаленный амулет, но вы хотите, чтобы предмет был время подвержен эрозе или устойчив к эрозе, но он не будет устойчив к эрозе. Я, честно говоря, не помню, что это написано. Тип монстра. Желая получить олово, труп, статуэтку, яйцо или статую, вы можете указать тип монстра, который это будет. Если вы хотите банку с чудовищем, подверженным геноциду, вы получите пустую банку. Для этого нужно отменить геноцид. Чтобы отменить геноцид, вам нужно читать проклятый свиток геноцида и отменить геноцид сначала. Желание получить банку с уникальным монстром, который не может покинуть труп, ну, собственно, который не оставляет труп при смерти, или монстром, не имеющим нулевого питания, например, призраком, вместо этого при получении случайной банки. Вы можете получать пожелать банки со шпинатом. Банки со шпинатом, они чем полезны, они вам дают силу. Причем у нее там значение рандомное, насколько я знаю, от 1 до 5, если не ошибаюсь. Есть также маточное молочко, которое падает с этих... Во-первых, с рога, собственно, этого изобилия, так называемого, артефакт. Ну, не артефакт, он как бы считается желанный предмет, но его можно найти, собственно, в игре. Также, что касаемо маточного молочка, оно поднимает 1 единицу силы. У меня, кстати говоря, один раз я погиб от того, что просто переел. Поэтому амулет волшебного дыхания вам поможет от переедания. Очень сильно. Во-первых, вас не смогут утопить в воде водные монстры. А во-вторых, вам просто, если вы будете переедать, ваш персонаж просто начнет блевать, вместо того, чтобы погибнуть от этого. Что очень полезно, поэтому рекомендую, если у вас очень много любите есть, например, больше статуса сытости, то рекомендую именно амулет волшебного дыхания использовать. Вы можете не желать труп уникального монстра и покинуть труп. Также вы не можете пожелать труп квестового стража, потому что это будет случайный монстр. Частично съеденный труп легче, поэтому многие игроки предпочитают именно его. Можете пожелать фигурку уникального монстра, человека, почтового демона, получите случайную фигурку. Вы можете пожелать яйцо не яйцеродного монстра, вы получите яйцо случайного типа. То есть монстр, который рождается из яиц. У вас получится сделать его. Например, желание яйцо скорпиона даст вам яйцо скорпиона. Можете пожелать яйцо геноцида, но оно никогда не вылупится. Но, переводя на русский язык, яйцо геноцида, то есть существо, которое вы загеноцидили. Честно, я с яйцами не взаимодействовал, поэтому сложно сказать по поводу вылупления яиц. Но опять же, если яйцо вы опознали, и там действительно кто-то из монстров присутствует, например, скорпион и так далее, то, возможно, с ними взаимодействие, либо просто оставив их в инвентаре, через какое-то время они сами вылупятся. Вы можете пожелать статую любого монстра, в том числе уникально подвергшегося геноциду. Однако имейте в виду, что бросание камня в плоть статуи не всегда приводит к появлению этого монстра. Например, анимация статуи уникального монстра или квестового стража вместо этого создаст двойника, замаскированного под этого монстра. Мы в нашем прохождении, в котором мы сейчас проходим за туристом, мы периодически взаимодействуем со статуями, точнее не со статуями, а за статуэтками. Это разные вещи. Статуя, она по сути подверглась окаменению, а статуэтка, у вас есть шанс того, что вы можете ее оживить. Если она благословленная версия, вы сможете, возможно, даже она станет для вас дружелюбной, то есть за вами будет ходить.
Вот. Сборы. Вы можете пожелать определенное количество зарядов. Например, жезл смерти 0,7. В обычной игре будет получать меньше из желаемого количества зарядов, которые вы могли бы получить. Но в режиме мастера это количество точное. Вы можете пожелать, указав чар, например, плюс 7, жезл смерти, эквивалентно вышесказанному. И желать магический маркер плюс 10 плохая идея, потому что в нем не будет 10 зарядов. Более. Вы не можете желать отрицательных зарядов. Если вы пожелаете отрицательный заряд, вам дадут 0 зарядов. Также вы можете пожелать свойства предметов, такие как святой, нечестивый, будь то это на зелье воды, либо зажженный, горящий, незажженный, погасший. Это, собственно, для ламп, свечей и масляных зелий. Также без метки пустой. Это для свитков и книг заклинаний. Ну, в общем и целом, вы можете пожелать святую и благочестивую воду, лампы, свечи и так далее, зажженные и незажженные, но опять же их проще самому зажечь будет, поэтому не стоит особо сильно заморачиваться. Без метки, ну, собственно, пустые, либо какие-то конкретные книги, свитки, отравленные. Маска, шлемы, рубашки, плащи, бронежилеты защитить вас от захвата, утопления и пожирателей разума. Пожирателей разума рекомендую сразу геноцидить, если у вас появился свиток геноцида, как и личей. Потому что личи имеют свойство проклинать вашу экипировку, могут разрушать ее. Поэтому я рекомендую, как только у вас есть возможность, сразу геноцидить пожирателей разума и личей.
Дальше уже по желанию, но в большинстве случаев люди генат среди троллей, потому что их реинкарнация это просто что-то с чем-то. Что касаемо захвата и утопления, захват вас разный монстр, например, мимик, вас может захватить, либо какой-нибудь медведи совиные. Утопление это водный уровень, собственно, вас могут всякие кракены, не кракены пытаться притянуть к себе и попытаться утопить. Ну, за счет своих щупалец. Но опять же, если у вас есть скользкость, либо амулет дыхания, вам будет все равно, но опять же вы попадете в воду, и не факт, что ваше снаряжение сможет выстоять против этой воды. Поэтому сумку стоит смазывать. Иногда игрок получает подсказку о желании, например, от трона и земледелия, но хочет сохранить желательное поведение. В этом случае ему нужно написать ничего, нет или 0, чтобы не нарушать свое поведение. Но опять же, это уже для конкретной роли отыгрывания. Стратегия. Лучшее использование желания много зависит от ситуации в игре. Мы дадим вам лишь несколько советов для ранней и поздней игры. Совет носит рекомендательный характер и не ко всем ситуациям он применим. В некоторых случаях у вас есть все необходимое, то можно и оставить ее на потом. Палочку желаний, либо волшебную лампу. Опытные игроки рекомендуют взвесить ценность недоступного предмета с его выгодой, которую можно получить в данный момент. Для неопытных нету замены опыта, играйте и учитесь. А следующие принципы
Какой из них выбирать самый под вашу ситуацию? Например, на волшебника, учитывая то, что у него есть плащ отражения, плащ сопротивления к магии, он и амулет отражения, то тут уже выбор сложнее. Но опять же, все индивидуально подбирается под то, чего вам не хватает. Опять же, на волшебника стоит, конечно, серебряное отражение одевать, потому что у него есть плащ, и ему нужно серебро. Но опять же, если в Собакане вы нашли именно амулет отражения, то тут спорный вопрос, что кольчугу в любом случае стоит брать, потому что она считается самой сильной в игре, самым сильным доспехом, который еще и не мешает кастовать. А для монаха выбор совершенно иной из большого штрафа за ношение бронежилета. Что особенно проблематично в начале игры. Квестовый артефакт другого класса — хороший выбор для законопослушного нейтрального монаха. Про артефакты мы говорили в одном из прошлых видео, если интересно, можете посмотреть. Однако из-за отсутствия хаотичных квестовых артефактов, обеспечивая сопротивление магии, хаотическому монаху, нуждающемуся в сопротивлении магии, следует пожелать благословленный смазанный огнеупорный плащ сопротивления к магии, +2 или +3. В качестве альтернативы, когда сопротивление магии не является высшим приоритетом. Обычными и полезными отдельными желаниями являются скоростные ботинки и рукавицы сил. Мастер-ключ воровства — еще один вариант для хаотического монаха из-за чрезвычайно полезного свойства половины физического урона, блокировки. Но будьте осторожны с его артефактным взрывом. Артефактный взрыв происходит тогда, когда вы используете не своего вероисповедания артефакт. То есть вы используете, но на высоком уровне он не критичен. Особенно если у вас много здоровья и есть сопротивление к магии и отражению. Ранние палочки желаний. Наиболее ценный источник желания в начале игры — это жезл желаний. Но его, как мы знаем, нельзя пожелать, потому что вам его просто не дадут. Точнее, как сказать, вам его дадут, но у него будет максимум 1 заряд без возможности перезарядки. Это если вам сильно повезет, а так вообще 0 зарядов. Используя жезл желания, вы хотите загадать некоторые или все из следующих предметов в зависимости от того, есть ли у вас кольчуга из чешуи дракона, серый или серебряный амулет спасения жизни, какое-то артефактное оружие. Если вы не планируете жертвовать ради этого, сумку, если Собакан ее не предоставит, и скоростные ботинки. Почему именно такая последовательность? Потому что кольчуга чешуи дракона дает максимальную защиту. Ну, как сказать максимальную? Она дает, как я говорил ранее, кольчуга, она самый сильный доспех в игре, и он плюс еще не мешает кастовать, что очень полезно для классов, которые повязаны на магии. Амулет спасения жизни, он по сути сохранит вам жизнь, то есть вы в случае гибели вы реснетесь в том же месте. Какое-то артефактное оружие, артефактное оружие, оно опять же рандомное. По артефактному оружию есть отдельное видео, поэтому стоит, если... Что касаемо сумку это сумка хранения подразумевается, бакхолдинг называемая. Собакан ее может предоставить, либо предоставить амулет отражения. Там 2 варианта. Скоростные ботинки, они чем хороши? Они дают вам скорость на very fast, так называемые, вы очень быстро ускоренные будете. Очень быстрые. Ничего больше другого не предоставляет такую большую скорость. Должны быть благословлены, а оружие и скоростные ботинки должны быть огнеупорными. Некоторым игрокам нужно 2 свитка зарядки или благословленный магический маркер, чтобы немедленно получить доступ ко всем желаниям. Можете получить квестовый артефакт, смотрите квестовые артефакты, но и взрыв вас может его убить. Поэтому стоит быть внимательным, чтобы главное он был не
во-первых, не свой артефакт, то есть, чтобы свой артефакт вы получить и так не сможете, квестовый. Вашего класса, как минимум. То есть, например, нейтральный, либо вы... Ну, я, честно говоря, ни разу не желал артефакты, поэтому сложно сказать. Но со взрывом я артефактов сталкивался. Я был нейтральным персонажем, и я пытался подобрать Экскалибур, а Экскалибур, как известно, благочестивый, меня просто взрывом убило. Поэтому про взрыв артефактов мы в курсе. Если вы встретите в магазине жезл желания, то его цену легко определить, поскольку его базовая цена 500 монет. Как и жезл смерти также стоит. Если с вами домашние питомцы, ее можно украсть легко. Можно также пожелать благословленную фигурку Архонта. Он имеет шанс быть потраченным впустую, но все же. Не мечтайте о домашнем питомце, если вы не готовы о ним позаботиться. В противном случае всего просто найти хлам стоимостью 500 монет, продать его владельцу, затем купить палочку. Если вы действительно не уверены в способности вашего персонажа выжить достаточно долго для того, чтобы пожелайте 5000 монет зорг мидов и используйте на них, чтобы заплатить лавочнику и уйти с значительной денежной прибылью, и точнее палочкой желаний, которая тратит всего на это один заряд. Также можно пожелать жезл смерти и убить просто владельца. Но у вас будет штраф за неудачу, то, что вы убили его, ну, если особенно вы благочестивый, либо нейтральный персонаж, не хаосник. Вероятность этой стратегии с наименьшим риском, но и потенциальная выгода, поскольку золото является пустой тратой желаний. Вот. Желание поздней игры. Желание поздней игры может быть палочка полиморфа. У меня не подписано. Желание поздней игры, собственно, это палочка полиморфа, чтобы вы могли заполипалить их, ну, собственно, заполиморфить, превращая в другие предметы. В большинстве случаев гораздо эффективно недостающие комплекты вознесения собрать, то есть, собственно, что было перечислено выше. Это доспех, сумка, амулет спасения жизни, артефактное оружие любое, либо ботинки скоростные. Что-то из этого собирать стоит.
Чили уровень. Монстр, выпивающий молочное зелье, может вызвать призрака, парализуя его на 3 хода. Что касаемо, в общем и целом, на уровнях с могилами, где очень, ну, например, долина мертвых или
Вероятно, худшим из них является зелье полиморф, поскольку эффекту нелегко противостоять, и он будет весьма разрушительным, если не принять надлежащие меры предосторожности. Неизменно предпочтительный контроль над превращением, контролируемое превращение в вашу собственную расу.
использования преобразования мировоззрения или шлема противоположного мировоззрения. Но эта тактика используется редко. Шлем мировоззрения противоположное не может заставить хаотичных персонажей или законопослушных стать нейтральными, поскольку единственный такой способ персонажей использовать нейтральные артефакты — это навсегда преобразовать себя у алтаря. Чтобы преобразовать себя у алтаря навсегда, вам нужен единорог. Для этого вы должны его трупик принести на алтаре в жертву. Я вам показывал в одном из видео про единорога, про принесение, какой конкретно нужно приносить единорога для преобразования в какой цвет алтаря. Если я не забуду, я вам, может, покажу еще раз. Собственно, законный. Ну а тут опять же прописано, какие артефакты прописаны для законных персонажей, какие нейтральных и для хаосников. Для законных получается скипетр. Это получается для пещерного человека сфера. Это для валькирии, волшебное зеркало Мерлина, это для рыцаря. Они все дают сопротивление мага. Скипетр предлагает еще конфликт. И он наносит двойной урон с монстром с перекрестным мировоззрением, незаконным. Зеркало и сфера предлагают внешнюю телепатию. Сфера также еще половину урона. Также наносит половину урона от заклинаний и действует как хрустальный шар. Но он намного тяжелее, чем скипетр или зеркало. Если у вас есть сопротивление магии, также стоит рассмотреть Митры святости в качестве заклинания при просто энергии, что она дает при вызове. По поводу всех артефактов, которые мы смотрели до этого, те, которые оружие, то есть, например, Митра святости, мы ее смотрели, она получается в квестовых собственно, в артефактном оружии, которое идет. Это, если не ошибаюсь, она на целителя идет. Поэтому стоит. Если нейтральный персонаж, это око нержавеющее, око Эфиопии, если вы не волшебник, чтобы получить сопротивление магии, быструю регенерацию и телепатию. Яндрьяского язык сломаешь слово. Если вы не турист экспресса, чтобы получить сопротивление магии, телепатию и инвок для неблагословленной зарядки. Благословленные глаза загробного мира, если вы не монах, чтобы получить астральное зрение и сопротивление магии, также для просветления. Просветление, оно очень полезно. Помогает вам постоянно знать, что у вас за статусы. В общем и целом, классная вещь. А благословленная сфера судьбы, если вы не валькирия, чтобы получить половину физического и половину урона от заклинаний. А также через команду инвок для повышения
один из тех предметов, как, например, дымное зелье, либо в фонтане вы смогли там поймать желание, либо через палочку желания, либо с волшебного лампы смогли получить благословленное все это. Рог единорога не стоит желать, потому что он частый предмет, вы его найдете. Пищевой рацион также не стоит желать, вы его найдете. Потому что тогда уж лучше, если вам не хватает еды, пожелайте рог изобилия. Если у вас нет, тогда лучше кольцо медленного пищеварения. Кольцо медленного пищеварения — это просто трындец. Вы не поверите, насколько оно сильное. У меня было кольцо медленного пищеварения, мой персонаж просто не то что не хотел есть, он даже не пытался есть. Я в него запихивал еду, у меня нужно резисты поднимать было, а он не хотел есть. И вот зараза, такая. Зелье святой воды, опять же, желать тоже не стоит. По крайней мере, тут так указано. Если вы играете за атеиста, пожелайте 2 благословенных свитка снятия проклятия. Получите немного непроклятой воды, назовите каждый их по-разному, чтобы они не складывались друг друга, и не оставляйте в инвентаре ничего, кроме воды и свитков. Прочитайте свиток пока в замешательстве и отмените название всей воды и отрегулируйте их так, чтобы они объединились в 3 стопки. Выясните, что есть, что окунув в них заведомо непроклятый бесполезный предмет, например, камень, проверив наличие проклятого с помощью домашнего животного, определите цену, чтобы найти непроклятый. Если у вас есть только 2 стопки, выясните эти 2 стопки и повторите то же самое с другими свитками. Собственно, вы поняли еще один способ, как можно получить, собственно, зелье святой воды. Это в конфузии прочитать 2 свитка снятия чар. Тут как указано благословленных. Кольчуга с чешуей дракона, но ее можно собственно, тут указано. Ее можно сделать обратный геноцид. И благодаря этому обратному геноциду вы можете найти чешую, которую вы потом заполиморфите через свиток. Улучшение брони вы сможете заполиморфить. То есть, если у вас есть известная проклятая бумага, и вы знаете свиток геноцида или являетесь волшебником с высокой удачей, да, что очень весело, конечно, найти еще, то непроклятые магические марки будет, вероятно, лучшим решением. Если вы не можете уверенно писать проклятые свитки геноцида, вы можете их пожелать. Отмените геноцид драконов, убейте их и зачаруйте броню. Чтобы сделать кольчугу из их чешуи. Чтобы сделать это безопасно, вам нужно просто подобрать эту кольчугу и просто прожать на нее свиток улучшения брони. Тем самым у вас получится кольчуга. В большинстве случаев собирают либо серую, либо серебряную кольчуги. Соответственно, должны быть такие драконы. Там бывают бэби, то бишь так называемые дети драконов, но вам они не помогут. Вам нужны именно взрослые особи. Собственно, ошибка, но я в ней ничего ценного не нашел, никакой ценной информации. Поэтому я на ней останавливаться не буду. Также вы можете пожелать нештабилируемый предмет, будь то это дротики, болты, сюрикены, бумеранги, камни, если вам они нужны, свечи до 7 штук. Также, собственно, ножи. Любое, собственно, оружие дальнего боя, которого вам необходимо, вы можете пожелать. Золотые монеты, собственно, до 5000. Прописывайте 5, и оно вам выдает.
Но опять же, золото это сомнительное желание, не рекомендуется его желать. Если у вас есть возможность желать, а лучше что-нибудь другое. Золото найти не так сложно, как кажется. Ну, по чарам мы уже останавливались. Желать стоит, как говорится, сразу прописывать. Либо не прописывать вовсе. Собственно, можно прописать также и палочки, если вам необходима ударная палочка, например. Либо, но опять же, тут очень важно, чтобы у вас была удача положительная, потому что тогда, ну, опять же, тут все зависит от удачи, именно поэтому очень важно, чтобы ваша удача была максимально эффективной. Опять же, по удаче есть отдельное видео, на что оно влияет, на что не влияет, как ее поднять, как не поднимать. Ну вот, собственно, в целом я рассказал. Сейчас мы посмотрим, вся ли эта информация, либо есть еще. Да, это уже удача пошла, собственно. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.